Многие мечтают в доме о камине. В этом доме камин был довольно печального вида. Стекла все потрескались, сам камин более-менее работает, но надо же его как-то привести в божеский вид. Так его оставлять нельзя. Кажется, у меня получилось неплохо. Скажу вам второй раз, не знаю, ли я бы взялся за эту работу. Так, смотрим весь процесс. Может, кому-то пригодится. Может, даже если у вас и камина нету, вдруг попросит сосед или просто знакомый. Сразу вам скажу, что первое правило для стекла в камине, оно должно дышать. Установлено быть без зажатия, так как при расширении может опять же треснуть. Я посмотрел на ютубе много разных роликов, разные дверцы, разные способы крепления. Такого я вообще-то не нашел. Обычно в камине одно стекло, и крепится она буквально в 4 точках. Но по всему периметру все равно клеится вот эта лента специальная. Здесь у нас было 3 стекла, причем, кто смотрел давно канал регулярно, одно стекло пришло с Амазона на заказ, разбитое, центральное. А цена на них такая нехилая. Напоминаю тоже, что здесь, конечно же, огнеупорное стекло. И опять же, самое главное, вы его можете неправильно установить, и при нагреве оно опять может треснуть. Даже мужик, который мне вырезал среднее стекло, сказал, что если будешь нагревать, нагревай постепенно, а не сразу большой огонь. И как всегда, я вам рассказываю мои проблемы ценообразования за работу. Как бы здесь что называется, для хозяйки? Установить новое стекло. Как видите, это не просто установить. Это, во-первых, надо снять старое. Весь процесс вам подробно показываю. Зачистить, реставрировать само железо. Ведь это тоже отдельная работа. Поэтому опять я был в замешательстве. Какую же цену поставить? Более-менее мы договорились. Перед этим тоже я занимался ремонтом самого камина, потому что не все здесь работало корректно. В своей квартире я живу с простой колдаей, то есть с котлом. Какое замечательное сооружение. Подошел, на кнопочку нажал, а то и можно, чтобы оно само включалось, и никаких тебе дров, никаких тебе стекол, огней, вычистки этой золы, в общем, камин это такое дело, с ним не соскучишься и не расслабишься.
Ну и помимо дверцы у нас еще одна беда, просто дырка здесь. Надо ее тоже как-то заделать, окультурить. Ведь у нас же красивый дом должен получиться, правильно? Точнее, салон пока. Этот угол у меня хреновый. Рекомендую, очень классное средство от ржавчины. Наносить надо прямо на ржавчину, не на чистый металл. То есть я хоть и почистил, но ржавчина осталась слегка.
Да, тут, конечно, я понимаю, многие скажут, надо было ж большой болгаркой. Большая болгарка осталась дома. Перед этим я не могу найти диск для камня, где я положил. Кстати, уже нашел. Ну и уже что же мне, откладывать опять. Режу, чем есть. Чуть медленнее, но все равно можно. Мне вообще уже нравится, да и я привык выходить с положения с тем инструментом или с тем материалом, который есть в данный момент. Точно все спросили, а кто свистит? Представьте себе, это птичка такая. Я не знаю, ее не видел, но я знаю точно, что это птичка. Ну и хочу напомнить, не выпрашиваю, а напомнить, что многие зрители, я знаю, смотрят без подписки. Не знаю по какой причине. Может вам не важно, все равно вам в рекомендации мои видео дают. Так что если хотите меня поддержать, подписывайтесь. Ну и, конечно, лайки, хайпы. Всем я вам благодарен безумно за ваши комментарии. В общем, стараюсь, и, как видите, видео у меня разнообразные. Я не знаю, как у меня настроение, как работа, поэтому стараюсь, чтобы вам было не скучно. Все, забываю озвучить отдельную благодарность Игорю, моему подписчику. Он буквально каждое видео меня подогревает, можно сказать, на кофе 2 евро дает. Игорь, безумно благодарен. Спасибо. Также сразу прокомментирую, бо многие подумают, а как же, там же краска сгорит. Это специальная краска огнеупорная, тоже для каминов. Так, покажу вам, мне надо приклеить по всему периметру вот эти штучки. Стекло с железом не должно соприкасаться. Они то с этими, типа биоадезива двух. Я думал, что как-то можно приклеить. Ничего не, оно не клеится. Есть у меня этот силикон тоже термостойкий. И вот он даже, чтобы вы понимали, показано. Получилось. Надеюсь, приклеится. Так. Блин, что хорошо клеится.
Отлично. Хорошо. Сверху есть. Осталось снизу. Все. Еще одна есть. Тоже пересмотрел в Ютубе. Нету таких систем, другие. Так, и что у меня теперь получится? Сверху. Ага. Не хочет. Надо, блин. О. Так вот она может. Может что? Сука. Вот как она мне, блин, зайдет? Пипец. Я же не могу ее отверткой подковырять. Надо вместе с этим ставить, наверное, со стеклом. Вот оно мне надо, скажите. Еще этого мне не хватало. Теперь это надо. А если на стекло поставить? Так. Так. Как? Так, ну поставил. Теперь надо сюда планочку такую вырезать. Я их купил. Вырежу. В общем, стекло никак не влазило, если лента сверху и снизу. Сверху пришлось мне снять, и у меня получилось 2 мм свободного хода для стекла. Внизу оно уперлось на железяку и на эту ленту, то есть сидело на мягкой такой подушке. В общем, так вот тоже можно. Главное, чтобы оно не было запрессовано.
Специально вам показываю более-менее подробно, чтобы вы понимали, что все не просто так. Кстати, столько дырок насверлил, ни одного сверла не сломал. Ну и напомню за напарников. Вот скажу вам честно, что я лучше бы вообще не взял эту работу, чем дать ее кому-то, чтобы мне кто-то сделал. Тут действительно не сверло сломает, так стекло разобьет, блин. И если я уже у самого у меня что-то случится, то фиг с ним, это моя ошибка. И то, слава богу, ничего не случилось. Хотя могло, я же тоже не бог. Короче, намучил. Чуть-чуть двигается. Это и надо. Окей. Все, завтра надо купить. Стекло это где-то 150 евро, по-моему, стоит. Нет, 100. В интернете она спрашивала 150. Такой этот камин, блин. Ну его нафиг, столько забот с ним. Не хотел бы я такой камин. Дрова купи. Топи, залучись. Ну и нафиг. Что у нас тут? Собаки лают. Собака лаяла на дядю фраера. Что ты там гав? Все, дуй телевизор, смотрю. Хватит, наверное, на сегодня. Вон собака нервничает. В общем, вот так вот я намучился. Дырочки просверлить. Сначала в трубке, потом здесь, чтобы точно. Здесь я уже даже и не ставлю. Потому что оно никуда не денется. Чем меньше этих соприкосновений, тем лучше, как по мне. Но эти болты, может, стрёмные. А что я сделаю? Не хочу я. Что, моя работа, блин. Не хочу, это я говорю, что нет уже даже желания. Это... Сколько денег я должен за это взять? Каждое стекло кучу денег стоит. Если оно треснет. Правильно? И такое. И еще купить надо одно центральное поехать.
Ну и скажу вам, вначале было страшновато, а потом уже как бы понял, что как к чему, уже все-таки веселее пошло.